Здравствуйте, друзья! Наш канал немножечко подрос. Я очень рада этому и благодарю всех новых друзей и тех, кто давно со мной. В этом сегодняшнем видео мы начнем с вами вязать вот такого милого персонажа из игры Roblox. Его зовут Pebble. И для этого нам понадобится серая пряжа. Вы можете взять любую. Но помните, что от толщины нити зависит размер игрушки. Вязать будем крючком номер 2. Кстати, про толщину. Толщина нити, из которой вяжу я, 165 метров на 50 граммов. Итак, первый ряд. Мы набираем 7 воздушных петель в цепочку. И дальше со второй петли от крючка вяжем одну прибавку. Далее вяжем по цепочке 4 столбика без накида. В последнюю петлю цепочки по этой стороне провязываем 4 столбика без накида. И все это делаем в одну петлю. Ну или 2 прибавки. Это то же самое. По второй стороне цепочки провязываем 4 столбика без накида обычных. И одну прибавку. По кругу у нас должно получиться 16 петель. Далее вяжем по кругу второй ряд. Сначала провязываем 2 прибавки. Четыре столбика без накида. И провязываем 4 прибавки подряд. Вяжем 4 столбика без накида. Провязываем 2 прибавки друг за другом. По кругу у нас должно получиться 24 петли. В следующем ряду, в третьем, провязываем 1 столбик и 1 прибавку и повторяем это 2 раза. Провязываем 4 столбика без накида. И далее 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем так 4 раза. Далее вяжем 4 столбика без накида.
И столбик прибавка 2 раза. По кругу должно получиться 32 петли. Это мы сейчас с вами вяжем тело нашего пеблика. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика без накида и 1 прибавку. Так вяжем 2 раза. Четыре столбика без накида. Далее 2 столбика прибавка. Так повторяем 4 раза. Дальше 4 столбика без накида. Два столбика, 1 прибавка, 2 раза. Всего должно получиться 40 петель по кругу нашей детальки. Ну и вот обратите внимание, я вяжу, захватывая нить крючком сверху. Вот если вязать таким образом, то деталька меньше перекашивается. Далее 5-й ряд. Провязываем 3 столбика без накида и 1 прибавку. Так мы вяжем 2 раза. Четыре столбика без накида. Дальше вяжем 3 столбика, 1 прибавка. Так повторяем 4 раза. Далее вяжем 4 столбика без накида. И затем 3 столбика без накида, 1 прибавка. Повторяем 2 раза. Я, конечно, понимаю, что опытные вязальщицы будут нервничать из-за того, что мы так медленно продвигаемся, но мне хотелось бы, чтобы начинающие девочки смогли бы тоже связать себе такую фигурку. Она довольно популярная и, наверное, так будет проще тем, кто не очень давно вяжет. А у нас 6-й ряд. Провязываем 4 столбика, 1 прибавка. И повторяем так 4 раза.
Далее мы вяжем 8 столбиков без накида и одну прибавку. Затем 4 столбика без накида, одна прибавка. Так повторяем 3 раза. И в конце ряда 4 столбика без накида. Должно получиться по кругу 56 петель. Далее вяжем 7 ряд. Начинаем его 5 столбиков, одна прибавка. И провязываем так 2 раза. Вяжем 4 столбика без накида. Вы заметили, вот эти 4 столбика, они на протяжении всего нашего вязания не будут меняться, и они всегда будут находиться по бокам нашего туловища. Далее вяжем одну прибавку, затем 5 столбиков прибавка, вяжем 10 столбиков без накида, делаем одну прибавку, вяжем 5 столбиков, одну прибавку, наши неизменные 4 столбика без накида, одну прибавку, пять столбиков прибавка, и еще 5 столбиков без накида. Всего должно получиться 64 петли по кругу.
8 ряд. Мы провязываем 64 столбика без накида, но провязываем их, обратите внимание, за заднюю полупетлю. Вяжем по кругу 64 столбика без накида, без изменений, только за задние стенки наших петелек. Вот что у нас получилось. Следующий ряд 9. Мы провязываем 5 столбиков без накида и одну убавку, и делаем это 2 раза. Делаем вот такую незаметную. За передние стеночки берем петлю и провязываем. Далее вяжем 4 столбика без накида. Провязываем одну убавку. Пять столбиков и одну убавку. Провязываем 10 столбиков без накида. Делаем одну убавку. Пять столбиков без накида и одну убавку. Три столбика без накида. Одну убавку. Столбиков без накида, убавку. В конце ряда 5 столбиков без накида. И у нас снова 56 столбиков без накида по кругу получилось. У нас получается 10 ряд мы провязываем без изменений по кругу. Обычные столбики без накида это 56 столбиков. 11 ряд. В этом ряду провязываем 5 столбиков без накида и 1 прибавка. Вяжем так 2 раза. Четыре столбика без накида, 1 прибавка. Пять столбиков без накида, 1 прибавка. Десять столбиков без накида, 1 прибавка.
5 столбиков без накида, 1 прибавка. Вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Далее провязываем 5 столбиков без накида, прибавка. В конце ряда у нас еще 5 столбиков без накида. По кругу должно получиться 64 петли. Такая у нас получается фигурка. Следующие 3 ряда, 12, 13, 14, мы провязываем по кругу, как обычно, 64 столбика без накида. Мы провязали, видно от маркера, что у нас провязано 3 ряда. Очень удобно пользоваться такой ниточкой, чтобы обозначить первый ряд, петлю первого ряда. В 15 ряду мы провязываем тоже столбики без накида и делаем так, как мы с вами уже делали. Мы это делаем за задние полупетли. 16 ряд. Мы начинаем убавки. Сначала провязываем 5 столбиков без накида и 1 убавка. И вяжем так 2 раза. Одна убавочка. За передние стеночки и провязываем. Получается очень аккуратная убавка. Далее мы вяжем 4 столбика без накида и 1 убавка. Дальше 5 столбиков без накида, 1 убавка. Десять столбиков без накида и 1 убавка. Пять столбиков без накида и 1 убавка. Четыре столбика без накида и 1 убавка. Пять столбиков без накида и 1 убавка. Ряда последние 5 столбиков без накида. И мы закончили 16 ряд. Такая фигурочка у нас уже получается. В 17 ряду сначала провязываем 4 столбика без накида и 1 убавка. Так провязываем 4 раза подряд.
Провязываем 8 столбиков без накида. Провязываем одну убавку. Вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так вяжем 3 раза. Обратите ваше внимание, что убавки и прибавки должны находиться строго друг над другом. Поэтому вы, пожалуйста, внимательно считайте, ставьте маркер, потому что мы хотим добиться как раз-таки, чтобы фигурка была не сглаженная, а такая вот немножко ребристая. Когда мы вяжем идеальный круг, мы смещаем прибавки, чтобы было не видно таких вот шрамиков. А здесь они нам очень даже нужны. Ну и заканчиваем мы наш 17 ряд. 4 столбика без накида. И переходим к 18 ряду. Здесь мы продолжаем убавки. Вначале вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. Вяжем так 2 раза. Провязываем 4 столбика без накида и 1 убавка. Три столбика без накида, 1 убавка. Провязываем 6 столбиков без накида и 1 убавка. Вяжем 3 столбика без накида и 1 убавка. Четыре столбика без накида и 1 убавка. Вяжем 3 столбика без накида и 1 убавка. В конце ряда 3 столбика без накида. По кругу должно получиться 40 петель. Вот у нас должна получиться такая фигурка, которая слегка расширяется к низу. Вот такая трапеция немножечко. Ну и дальше будем продолжать наши убавки. 19 ряд. Провязываем 2 столбика без накида, 1 убавка. Вяжем так 2 раза. Отверстие сужается и будет немножко неудобно. Вяжем 4 столбика без накида и 1 убавка.
Вяжем 2 столбика без накида и 1 убавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида и 1 убавка. Делаем 2 столбика без накида и 1 убавка. Затем 4 столбика без накида и 1 убавка. Связываем 2 столбика без накида и 1 убавка. И в конце ряда 2 столбика без накида. В итоге получается по кругу 32 петли. Пятый ряд. Вяжем 1 столбик и 1 убавка. Повторяем 2 раза. Провязываем 4 столбика без накида и 1 убавку. Вяжем 1 столбик без накида и 1 убавку. Уже 2 столбика без накида и 1 убавка. Столбик без накида и 1 убавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида и 1 убавка. Один столбик без накида, 1 убавка. Ряда 1 столбик без накида. Двадцать первый ряд. Провязываем 2 убавки подряд. Становится делать все менее удобно. На этом этапе можно, если хотите, немножечко набить игрушку холофайбером. Но я пользуюсь такой длинной деревянной палочкой, и мне кажется, что можно довязать до конца. Дальше вяжем 4 столбика без накида. И затем 4 убавки подряд. Дальше провязываем 4 столбика без накида. В конце ряда 2 убавки друг за другом. Так уже неудобно. Но осталось совсем немножечко потерпеть.
Вот такая фигурка у нас хорошая получилась. Когда мы набьем ее наполнителем, придадим форму, проработаем уголочки, очень даже будет хорошо. Осталось привязать один ряд, 22. Вяжем одну убавку, 4 столбика без накида. Конечно, нужна определенная сноровка и терпение. 4 столбик. Затем мы вяжем 2 убавки. Связываем 4 столбика без накида. В конце ряда делаем последнюю убавку. В конце вязания провязываем соединительный столбик и вытаскиваем ниточку подлиннее, потому что с ее помощью мы сейчас будем зашивать наше туловище. Соединительный столбик, вытягиваем ниточку подлиннее, обрезаем. Ну вот что у нас получилось. Отверстие довольно маленькое, поэтому нужно будет использовать либо пинцет, либо деревянную палочку для того, чтобы наполнить фигурку холофайбером. Набиваем нашу фигурку и очень тщательно прорабатываем углы для того, чтобы придать форму, чтобы туловище нашего пеблика было такое не круглое, чтобы можно было хотя бы немножечко различить вот эти вот его грани. Ну и я хочу обратить внимание, что на дне фигурки будет небольшой перекос. Даже если вы будете вязать очень аккуратно. Вот, поэтому, когда будете смотреть, где центр, ориентируйтесь все-таки по верхней части. А здесь вот перед тем, как зашивать, обязательно проработайте пустоты. Вот эти вот волнистые части. Добавьте туда немножко холофайбера понемножечку. Вот тыльные стороны так вот прижать, чтобы они были немножко более ровными. Ну и зашиваем. Берем задние петельки вот так вот и стягиваем. Так вот зашиваем наше все отверстие. Подтягиваем. Центр не очень ровно совпадает, нижняя часть и верхняя. Как спрятать ниточку? Выводим ее в обратную сторону. Обязательно между столбиков, так удобнее и незаметнее всего прятать.
Затем вот так вот вводим иголочку под нижний столбик. Через один всего лишь можно. Придерживаем петелечку. Ну и для того, чтобы не образовывались эти мерзкие узлы, которые потом невозможно развязать, продеваем вот так вот иголку, затягиваем, ну и прячем хвостик где-то в туловище несколько раз, чтобы ничего нигде не вылезло. Ну что же, туловище у нас готово. А в следующих видео мы свяжем ножки, свяжем глазки и все это соберем. Вот обратите внимание, здесь вот небольшая ступенька, там, где мы вязали за задние полупетли. И вот где есть эта ступенька, это будет задняя часть фигурки. На сегодня это все. Встретимся в следующем видео.